Какие каши полезны для поддержания здоровья печени и какие рецепты помогут восстановить ее функции? В сегодняшнем выпуске мы предлагаем полезные советы для зрителей, страдающих проблемами с печенью. Пожалуйста, посмотрите выпуск до конца. Печень является крайне важным органом, выполняющим множество функций и играющим ключевую роль в пищеварительной системе. Она действует как фильтр, очищая организм от вредных веществ и токсинов, поступающих с пищей и лекарствами. Некоторые из этих веществ могут быть токсичными, но печень превращает их в менее вредные продукты. Печень также участвует во всех видах обмена веществ, включая обмен белков, жиров и углеводов. Она является источником необходимого для организма белка альбумина. Помимо этого, печень отвечает за свертывание крови, образование и накопление гликогена, источника энергии для организма. Неправильное питание, употребление алкоголя, воздействие вирусов – все это может нанести вред печени и привести к серьезным заболеваниям и осложнениям. Поэтому важно начать заботиться о своем здоровье как можно раньше. Для этого следует вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек, пересмотреть свой рацион и включить в него продукты, полезные для печени и других органов. Каши для здоровья печени. Добро пожаловать, уважаемые зрители! Я приглашаю всех, кто еще не подписан на наш канал, но смотрит его, поддержать нашу команду, подписавшись и нажав на колокольчик, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее благодарим вас и желаем приятного просмотра, друзья! Включение круп в ежедневное меню при правильном питании является необходимым. Крупы обогащают питание, делая его сбалансированным, насыщенным и полноценным. Они содержат высокое количество белка и медленных углеводов, что является их преимуществом. Кроме того, каждое зерно крупы предлагает богатый комплекс питательных веществ, необходимых для нормального функционирования организма. Каши не только способны насытить, но и помочь бороться с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, почек и других органов. Овсяная каша. Овсяная каша является полезной не только для нормализации работы пищеварительного тракта, но и для смягчения симптомов гастрита, панкреатита и язвы. Эта крупа помогает усваивать излишний жир, что автоматически снижает энергетическую ценность других продуктов, сопровождающих овсяную кашу. Овсянка является одной из самых полезных и питательных круп. Она содержит около 12% белка, 65% углеводов, 5,8% растительных жиров, а также пищевые волокна в виде бета-глюканов, которые связывают холестерин. Она богата магнием, фосфором, кальцием, железом, натрием, цинком, витаминами группы В, витамином ПП и витамином Е, а также аминокислотами и антиоксидантами, которые повышают сопротивляемость организма. Овсяная крупа отлично подходит для диетического питания и может помочь при лечении заболеваний печени и других органов, таких как гепатит, цирроз, жировой гепатоз, гастрит, почечные проблемы и проблемы с кровеносными сосудами. Благодаря бета-глюканам, содержащимся в овсянке, как и во всех злаках, она используется для восстановления печени, так как бета-глюканы обладают высокой проницаемостью и оказывают благотворное воздействие на ткани изнутри. Кроме того, бета-глюканы способствуют модуляции иммунной системы и борьбе с воспалительными процессами. Для очищения печени может быть использован следующий рецепт. Возьмите 1 стакан сухого неочищенного овса и 1 литр очищенной воды. Промойте крупу несколько раз под проточной водой, не очищая ее от шелухи. Затем залейте водой и оставьте на 10-12 часов. Поставьте емкость на медленный огонь и варите после закипания в течение 1,5 часов. Снимите с огня, перелейте в термос или укутайте и оставьте настаиваться еще 12 часов. Затем процедите состав через марлю. Готовое средство принимайте по половине стакана за 15 минут до еды 3 раза в день. Продолжайте такой курс лечения в течение 2 месяцев. После этого сделайте месячный перерыв, а затем можно повторить курс очищения печени. Овсянку также можно использовать после тяжелых пищевых отравлений, так как она помогает эффективно вывести из организма остатки токсинов и других вредных веществ, а также восстановить силы. Несмотря на то, что ранее многие диетологи рекомендовали употреблять овсянку по утрам на завтрак, на самом деле ей не стоит загружать желудок с утра. Овсяная каша не является настолько легким продуктом, чтобы употреблять ее по утрам.
Рекомендуется употреблять тарелку овсянки на обед или ужин, чтобы крупа не легла на желудок слишком тяжелым грузом и не вызвала неприятное ощущение вздутия и тяжести в животе. Кроме того, не стоит перебарщивать с количеством овсяной каши в рационе. Чрезмерное употребление этой крупы может привести к нарушениям работы пищеварительной системы, а людям, страдающим от глютеновой аллергии или непереносимости клейковины, следует полностью отказаться от злаковых продуктов. Гречневая каша. Гречневые зерна также являются очень полезными, не уступая по своим свойствам овсяной каше. Регулярное и систематическое употребление гречневой крупы оказывает благотворное воздействие на органы желудочно-кишечного тракта. Она помогает нормализовать работу кишечника и печени, а также очищает печень и весь организм от шлаков и токсинов. Гречка также способна выводить из организма ионы тяжелых металлов. В составе гречневой крупы содержатся витамины В1, В2, В6, П, ПП, фосфор, калий, марганец, кальций, железо и магний. Особенно гречка богата витаминами группы В, которые также помогают справиться со стрессом и бессонницей. Она содержит примерно 14% белка, 67% крахмала и более 3% жиров. В народной медицине популярен рецепт безопасной чистки печени с помощью обычной гречки и кефира. Для приготовления такого очищающего блюда вам понадобится нежирный кефир и высшего сорта гречневая крупа. Перед приготовлением обязательно проверьте гречку на наличие мусора, пыли и гнилых зерен. Промойте крупу кипятком и затем положите ее в глубокую кастрюлю или чашу. Добавьте сверху кефир, закройте емкость и поставьте в холодильник на всю ночь. Утром достаньте смесь и дайте ей нагреться до комнатной температуры. Затем съешьте гречневую кашу и выпейте стакан теплой очищенной воды. После этого вы можете позавтракать только через 60 минут после приема этого блюда. Рекомендуемый курс очищения печени с использованием гречневой каши составляет 10 дней. Это оптимальное время для достижения желаемых результатов. Кроме того, гречневая каша будет полезна и для тех, кто страдает от диабета, хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы. Ее питательные свойства и способность очищать организм от токсинов могут оказать благоприятное влияние на улучшение общего состояния и функционирования этих органов и систем. Пшеная каша. Пшено действительно является важным источником растительных белков и углеводов, а также содержит микроэлементы, необходимые организму, такие как железо, фтор, магний, марганец, медь, кальций, калий и цинк. Пшеная крупа содержит около 12% белка, 69,3% углеводов, 3,3% жиров, а также биологически активные аминокислоты и витамины В1, В2, В5 и ПП. Регулярное употребление пшеной каши помогает выводить из организма накопившиеся токсины и шлаки, что снижает нагрузку на печень и способствует нормализации ее работы. Этот вид крупы рекомендуется включить в рацион при лечебной диете. Благодаря высокому содержанию липидов пшеная каша помогает поддерживать хорошую фигуру и избавляться от лишних жиров. Каша из пшена отлично подходит для жителей крупных городов и пациентов, страдающих колитами, нарушением работы кишечника и печени, а также сбоями обменных процессов в организме, поскольку она помогает справиться с ионами тяжелых металлов, антибиотиками, токсинами и ядами. Очень хорошо сочетается пшеная каша с тыквенной. Манная каша. В манной крупе содержится высокое содержание крахмала до 73% и умеренное количество белка 11,3%. Но практически отсутствует клетчатка 0,2%, а также содержание жиров невысоко 0,7%. Кроме того, она содержит витамины В1, В2, В6, Е, а также калий, кальций, магний, фосфор и железо. Манная каша, подобно овсянке, помогает обволакивать чувствительные стенки желудка и пищевода, снижает уровень кислотности и смягчает симптомы изжоги. Это не только помогает избавиться от неприятных ощущений, но и повышает защитные функции внутренних органов, снижая риск развития опухолей. Манную кашу полезно употреблять для нормализации работы почек, пищевода, печени и мочевого пузыря. Однако включение манки в рацион при сложных заболеваниях печени, особенно при гепатите и циррозе, должно быть обговорено с лечащим врачом.
На этом завершим видеоролик. На нашем канале вы можете найти множество интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и методах их лечения. Поэтому просим вас не забыть подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Будем также благодарны, если вы поставите лайк и поделитесь этим видео с вашими родными и близкими. С вами был канал Долголетие. До новых встреч!